Привет всем! Очередной выпуск интернет-журнала Butterfly Mac, посвященный новинкам от компании Butterfly. Сегодня мы рассмотрим новое основание T-Mobile CAF или CAF, как его называют в русском варианте. Что такое CAF? Это CAF, это Control Assist Fiber, то есть переводится как волокно вспомогательного контроля. Волокно новое, абсолютно новое в линейке. Мы видим первое основание с этим волокном. Мы думаем, что этот опыт получит продолжение в будущем. Впрочем, отдел исследований и разработок компании Butterfly определит стратегию развития данной линейки чуть позже. Что касается первого впечатления, значит, смотрим, что основание имеет серийный номер, как вы видите, произведено в Японии. Стоимость его определена как 9990 рублей, что, в общем-то, попадает в средний ценовой диапазон оснований от компании Butterfly. По весу, что по весу у нас? 10 оснований я сейчас только что взвесил. Диапазон весовой от 78 грамм до 84 грамм. Данное основание 84 грамма, что очень похоже на основание T-Mobile ALC. Вы все, конечно, прекрасно же знаете это основание, которым играет звезда мирового настольного тенниса T-Mobile. По весу идентично, и проверив игровые характеристики этих многих оснований, в общем-то, я выбрал три основания, которые очень близки по характеристикам, во всяком случае по отскоку. С накладками мы пока сейчас не имеем возможности проверить данное основание, о чем мы обязательно уведомим вас позже, и будет готов тест именно с накладками. По весу еще раз 84 грамма. По характеристикам очень похоже. Из многих оснований перебрали многие. T-Mobile ALC и еще одно основание, это Maze Performance или Maze Performance. Несмотря на то, что Maze Performance на миллиметр толще, толщина основания Maze Performance 6,7, если не ошибаюсь, да, 6,7 мм, и основание T-Mobile CAF имеет толщину 5,7, почти столько же, как и основание T-Mobile ALC 5,8 мм. Сейчас мы попробуем произвести звуковой тест или Sound Comparison, так называемое сравнение по звуку. Я думаю, многим даст это определенную информацию. Конечно же, лучше всего прийти к нам в шоурум, в наш офис, и попытаться взять основание в руку, простучать и там уже определиться с приобретением либо этого основания, либо другого. Что я могу сказать по своим личным впечатлениям, то что игровое пятно у этого основания, сейчас мы это проверим, мне показалось намного более однородное. Не хочу сказать именно, что оно увеличено, но именно однородное. Может быть, даже имеет это корреляцию и с тем, что можно сказать, что именно увеличенное игровое пятно, чем пятно на основании T-Mobile ALC. Я имею в виду по характеру отскока мяча именно на периферии основания. Сейчас мы послушаем звуковой тест. Итак, начинаем с основания T-Mobile CAF. Центр основания. Основание T-Mobile ALC. И Maze Performance. T-Mobile CAF. Что могу сказать? Чисто субъективное ощущение, то что здесь больше рука чувствует, как сказать, чувство мяча, именно ощущение рукой, вот здесь в кисти и здесь в предплечье, чуть лучше, как мне показалось.
Теперь проверяем то, о чем я говорил, именно отскок по периферии основания, по краям. Перехожу на край. Безусловно, отличие есть, но оно не такое значительное. Посмотрите, вот сейчас край. Для сравнения, T-Mobile ALC. И по звуку проверим Maze Performance. Что еще можно добавить? Варианты ручек у нас прямая, straight, как вы видите. Ручка flared, это ласточкин хвост, расклешенная, также присутствует. Мое мнение, конечно же, еще раз оговорюсь, что надо пробовать именно с вашими накладками. Мое мнение, если оценивать только по пробивке, скажем так, основания, что чуть-чуть более медленная, чем ALC основание T-Mobile CAF, чуть-чуть. И, возможно, более контрольная, мне так показалось. Пробовать, естественно же, решать, принимать решение вам. По слоям, значит, на T-Mobile CAF 3 слоя дерева плюс 2 слоя CAF. Это Control Assist Fiber, это карбоновое волокно. И ALC это 5 слоев дерева и 2 слоя ALC. Что нас еще ждет из новинок в этом сезоне? Только что, кстати, в компании Earl Grey появился новый каталог, и я надеюсь, вы уже с ним имели возможность ознакомиться и на сайте, и на наших всех площадках, ресурсах. Каталог очень классно отпечатан, он совершенно бесплатно для всех, для вас доступен. Посещайте наш салон, вы всегда можете получить его совершенно бесплатно. Новые коллекции здесь, я, конечно же, знаю, что вы уже ознакомились с этим. Вот эта накладка, которая на лицевой стороне каталога, Dignix 05. Это, безусловно, уже сейчас хит. И поведаю вам информацией, с которой мной поделились в европейском отделении Butterfly. Такие спортсмены, как Тимо Болл, уже используют эту накладку слева на бэкхенде. Жан Жике слева. Лин Гаоян слева играет, Тиаго Аполлония, звезда португальская, играет с двух сторон, Dignix 05. И Антон Калберг, игрок Дюссельдорфской Боруссии, использует ее на форхенде справа. Накладка не дешевая, прямо сразу скажу, что цена ее будет выше, чем Tenergy, но еще раз повторюсь, что это пока что это безусловный хит. Советую вам попробовать приобрести одну накладку и посмотреть ее. Еще раз повторюсь, что многие используют ее слева. Ну и, конечно же, все мы с нетерпением ждем появления нового основания. Это Butterfly Harimoto Tamakazu Inner Force ALC. Основание, которое, кстати, по характеристикам, заявленным в каталоге, близко к основанию T-Mobile CAF. Посмотрим, что это будет в реальности. Мы обязательно подготовим вам ролик на эту тему, также звуковое сравнение, ну и позже, конечно же, сравнение в спортивном зале. Тамаказу Харimoto играл ранее основанием Special Blade, это было основание без придания еще ему какого-либо имени, и вот после долгой работы совместно с самим Тамаказу Харimoto специалисты компании Butterfly придали этому основанию название Butterfly Tamakazu Harimoto Inner Force ALC. Еще раз повторюсь, что обещает быть очень интересным данное основание. Ну, об этом мы узнаем уже, я думаю, ближе к концу месяца. Еще раз огромное вам спасибо. Журнал Butterfly Mag будет информировать вас обо всех новинках, которые появляются на рынке, на российском рынке и на мировом рынке.
Желаем вам всего самого наилучшего и подписывайтесь на наш канал. Если вам понравилась информация, поставьте палец вверх и до следующей встречи.